Здравствуйте, весы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на вторую половину месяца декабря. Давайте посмотрим, что же вас ожидает с 15 по 31 декабря. Какие карты, соответственно, вам выпадут. Что интересного вас ждет в этот отрезок времени. Я напоминаю тем из вас, кто еще не подписан, что вы можете это сделать, подписаться на мой YouTube канал, чтобы не пропустить в дальнейшем мои расклады, если они вам нравятся. Также можете оставить комментарий, лайк, не знаю, любое сообщение под этим видео. Я буду очень-очень признательна вам, если вы таким образом себя проявите. Буду очень-очень рада. Итак, давайте посмотрим, что же ожидает, собственно, весов. Воздушный знак зодиака, весы, вторая половина месяца декабря. Я смотрю параллельно, чтобы все карты выпавшие поместились в нашем экране. Так. И смотрим, что же здесь у нас получится. Итак, очень интересная карта, очень много старших арканов. Так, и внизу пятерка кубков. Итак, давайте посмотрим, что же здесь у вас есть, собственно, какие карты есть. Без дополнительных, я дополнительные карты брать не буду, но начнем, смотрим, что есть. В целом у нас первая тройка кубков, которая выпала, она в целом такую позитивную энергию символизирует. Она показывает, что ваши друзья, ваш круг общения в целом является таким проявлением счастья, радости и праздника, но при этом рядом карта смерть, карта, которая показывает, что у кого-то из вас в жизни происходят серьезные перемены, и, возможно, кто-то из вас прекращает общение с какими-то друзьями, допустим, или исключает людей из своей жизни, которые вам не подходят, с которыми вам не по пути. Допустим, чтобы завершить какие-то старые дела, может быть, вам нужно попрощаться с кем-то, не общаться с кем-то или каким-то образом что-то удалить из своей жизни, потому что вы хотите чего-то нового, лучшего, и, возможно, для этого вам приходится от чего-то отказаться. Может быть, выбросить старые вещи, чтобы приобрести новые, да, банально. Вам приходит ясность и понимание с этой башни, что нужно действовать по-другому. То есть есть это прозрение, которое как вспышка молнии происходит, прояснение ситуации. И для кого-то это ясность, которая происходит у вас, да, происходит в вас. Вы сейчас как будто бы наводите порядок в своей жизни. Может быть, исключаете людей ненужных или каких-то ситуаций стараетесь избегать ненужных. То есть исключаете что-то из своей жизни, что не выгодно для вас или что не является для вас правильным. То есть вы очень хорошо понимаете, что для вас правильно, что нет, что хорошо, что нет. То есть наводите такой порядок в своей жизни, взвешивая по двойке жезлов эти варианты. Вы по карте повешенной по-другому видите уже ситуацию, вы по-другому видите происходящее в вашей жизни и людей, которые вас окружают. То есть, несмотря на то, что вы здесь и находитесь в состоянии вот этой вот трансформации, которая может быть очень-очень травматичной или даже очень тяжело восприниматься для многих из вас, но вы четко понимаете, что же вам нужно и чего вы хотите. Вы, возможно, строили что-то, как эту башню, какой-то фундамент, строили, созидали и поняли, что оно того не стоит, или что вы вложили усилия во что-то, что не стоит того, да, или не нужно было этого делать, потому что это разрушается. Это может быть какая-то конкретная ситуация, для кого-то это разные ситуации в вашей жизни, когда вы понимаете, что вы вкладывались или в отношения, вкладывались, или в работу долгое время, а потом думаете: нет, мне это не подходит, мне нужно от этого уйти, это не мое. И колесо фортуны показывает, что у вас здесь очень сильная энергия, потому что колесо фортуны — это карта перемен, она показывает вместе с картой башни и смерть, что что-то уходит, разрушается, но у вас есть колесо фортуны, оно дает вам надежду на лучшее, на удачу, на то, что худшее все позади, и вы движетесь к чему-то лучшему, к чему-то, что приведет к вашему воскрешению, да, вашему какому-то такому перевороту в вашей душе, каким-то значительным изменениям, и вам нужно просто с этим разобраться. Как я уже говорила, навести порядок в вашей жизни. Может быть, даже эти изменения происходят не с сегодняшнего дня, а ранее они уже происходили. И это как бы не за один день произошло, это могло потратить у вас, занять какие-то месяца, а может быть даже годы. То есть вы находились в этом процессе перехода.
И здесь этот переход, он особенно может сильно ощущаться, когда вы уже понимаете, что очень многое уже произошло, и вы понимаете, как вам двигаться дальше к вашей цели, чтобы выйти из этого сложного периода, чтобы выйти из этого затяжного, может быть, сложного, переходного этапа этого времени, которое у вас, может быть, было сопряжено не самыми легкими событиями для вас, но вы понимаете, что вы уже можете по колесу фортуны уверенно двигаться дальше, и удача на вашей стороне. В целом достаточно неплохие карты. Интересно, что тут очень много старших арканов. Для кого-то из вас карта, собственно, да, страшного суда может показывать какой-то новый шанс или новую возможность, которая вам дается. Здесь также может быть какая-то ситуация, где кто-то напоминает вам о былых каких-то разговорах или каких-то вещах, которые ранее имели место, то есть что-то, что было в прошлом ранее, и напоминает вам об этом, вы что-то снова и снова обсуждаете, может быть, снова начнется что-то на очень позитивной ноте рядом с колесом фортуны, когда что-то как будто возрождает вас, или вы появляетесь там, где есть люди, которых вы там недавно не видели, или что-то такое вот возникает в вашей жизни, да, что возвращает вас в то, как было раньше. Вы как будто чувствуете себя снова живыми, возрожденными, обновленными. И карта влюбленная показывает, что вы здесь принимаете это решение правильно вместе с двойкой жезлов, что вы здесь по-другому, глядя на вещи, по-другому выстраиваете отношения с другими людьми. Может быть, строите отношения, улучшаете отношения, или какие-то позитивные ситуации происходят в отношениях. Может быть, у кого-то из вас есть даже несколько вариантов, и двойка жезлов, и карта влюбленная об этом говорят. И вы делаете этот выбор, карта колесо фортуны, с удовольствием. Вы верите в то, что вы делаете правильные выборы, принимаете правильные решения, потому что колесо фортуны, оно в целом показывает, что вы на правильном пути, скажем, да, может быть, пути создания крепких отношений, которых вы так хотели, которые могут быть действительно тем, чего вы так долго ждали в вашей жизни, и, может быть, да, складывается для кого-то из вас хорошо личная жизнь. Но при этом меня немножечко настораживает вот эта вот, собственно, карта, которая здесь выпадает у вас в самом конце, потому что есть здесь пятерка кубков, и она, да, она может говорить о том, что несмотря на то, что восьмерка пентаклей, вы очень много усилий уже приложили в конце декабря, может быть, очень много работы, может быть, даже кто-то из вас работает много в конце декабря, но тем не менее у вас здесь, собственно, да, вот эта вот пятерка кубков. К чему она здесь? Пятерка кубков, карта повешенной, может быть, какая-то ситуация будет на паузе в плане работы, то есть что-то как будто, не знаю, вот работа будет, которую нужно выполнить, но что-то пойдет немножечко не по плану, и нужно будет приостановиться, остановиться, сделать паузу, вынужденную паузу в вашей работе, и вы можете быть немножечко разочарованы из-за этого, что что-то вот нужно как будто бы, может быть, не успеете сделать что-то в плане работы до конца года и перенести это на следующий год, и вас может это немножечко тяготить. Но в целом, опять-таки, я думаю, что здесь все налаживается. Я думаю, что ничего такого негативного в этой пятерке кубков нет. Это просто ваше бремя из прошлого и проживание этой трансформации, которую вы здесь проходите, собственно, да, и которая ощущается особенно сильно в этой второй половине декабря. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для весов на вторую половину декабря я завершаю. Всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.